Я помню, что я постоянно спрашивала на границе: мы уже в Грузии, мы уже в Грузии. Мне все говорили: нет, не в Грузии, не в Грузии. Знаешь, что я помню, что мы едем, и наверху облака. Ну, через 5 мы уже едем по горе, уже в облаке. Я смотрю наверх, а там облака. Мы поднимаемся чуть-чуть еще выше. Мы уже в том облаке. Смотрю наверх, там облака, но мы уже спускаемся. Я помню, что такие бесконечные облака. И еще что папа всегда постоянно энергетики там пил. Я приехала в Тбилиси 1,5 года назад, но первый раз я была в Тбилиси 20 лет назад. И могу сказать, что город довольно сильно изменился за это время. Здесь появились новые, очень красивые здания, которые мне нравятся. Ну, например, это Дом юстиции. Когда едешь на автобусе по мосту, сверху он выглядит как большие белые лепестки. А когда ты находишься внутри, кажется, что ты сидишь под водой, и стволы вот этих непонятных растений, они вверх устремляются, и света очень много. Парк у домика Лермонтова. Я помню, когда 20 лет назад мы туда приходили с друзьями, вот там жгли костры и через них прыгали. По городу собирают всякий хлам, они скидывают этот хлам, который скопился за зиму, в большие кучи, поджигают их и прыгают через эти костры. А сейчас там сделали ремонт, и сейчас там мы любим собираться со своими друзьями. Я в Тбилиси непонятное время, я сюда наездами приезжаю. Что я нарисовал? Запутанный старый город с странными улицами. Здание грибов, в котором я женился. Я все время забываю, где оно находится, и оно у меня в голове перемещается просто по всему практически Тбилиси. Точно такая же история с мостами. Я не знаю, где они находятся, и все время мне кажется, что вот идешь, вот сейчас будет мост. И они у меня все время в голове перемещаются туда-сюда. Здание полиции. Туда я попал 14 февраля, День Святого Валентина, когда меня остановила полиция на улице и давай меня обыскивать. Нашли у меня в рюкзаке нож, отвезли в полицию, и там у меня его отобрали. Сказали мне позвонить, чтобы его вернуть после того, как экспертиза скажет, что это нож, а не что-то другое. Но я уже уехал в Армению и решил туда на всякий случай не соваться, заходить за полицию с ножом, чтобы потом выйти с ножом, чтобы меня опять остановили. Странное дело. После начала войны я где-то полгода почти ни с кем не общалась. И когда я приехала первый раз после долгого времени в Тбилиси, со мной начали общаться огромное количество людей из разных стран. И это было так много и насыщенно, что я не могла уснуть до самого утра. У меня в голове было миллиард мыслей и голоса всех этих людей, которых я не слышала полгода. Чаще всего я останавливаюсь в отеле Мьюзика. Неподалеку, чуть ниже этого отеля, находится мой любимый зоомагазин, где я набираю несколько пакетов корма для своей собаки. Еще дальше находится большой молл и скамейки, где я иногда присаживаюсь, а ко мне подходят местные городские сумасшедшие. Я как-то больше часа разговаривала с пожилым человеком, который утверждал, что он чемпион мира по боксу, победил всех во время Советского Союза и очень классный и сильный. Я приехала в 2018 году и сразу поселилась в домике, который здесь нарисован, в районе Салалаки. Неподалеку отсюда есть улица, по которой с одной стороны ходит однорукий дворник, а с другой стороны ходит трехногая собака. С кем я знакома? Женщина, которая кормит всех собак в черном платке, ходит около Тависуслеби. За ней все собаки бегают. Сначала я жила в Тбилиси 4 месяца, потом жила 8 месяцев в Поте, и сейчас я уже примерно месяц в Тбилиси. Когда мы пошли на гору, там было очень солнечно, и внезапно среди этих маленьких переулков расцвела яблоня
лучи солнца проходили сквозь эту листву, и вышел маленький мопс. И он был похож на какого-то бога, что он спустился с горы. Просто какое-то очень импрессионистское воспоминание. На Баржинишвили я шла и встретила какого-то чувака, который был одет очень стильно, да, и он просто разбрызгивал из баллончика какой-то дезодорант очень долго. В конце, когда у него его отняли, он просто стоит в этом облаке и такой «Вау!». Я приехала недавно из Армении, и в первом же магазине, где мне нужно было что-то купить, у меня случилась паническая атака, потому что я не знала, на каком языке говорить. Ты выучиваешь гаммар чуба, и тут же забываешь. И я подхожу на кассу, понимаю, что я ничего не могу сказать. Мне было очень тяжело смириться с тем, что ты становишься небом, как рыба. Я в Тбилиси уже 2,5 года и почти все время жила где-то в центре. Теперь я уже в центре жить не хочу, и теперь мой район находится где-то далеко-далеко-далеко за рекой. Я еду от метро на автобусе и доезжаю до того места, в котором я провожу больше всего времени. Я выхожу из автобуса и прохожу мимо хинкальных собачек. Они маленькие и толстенькие и живут около маленькой фабрики, где делают хинкаль. Потом я прохожу 2 шага и поворачиваю в сторону дома Кусики. Кусика – это маленькая, длинная серая собака, которая сделана как будто бы из большого количества тряпочек для уборки пыли. И рядом с Кусиком мой дом. В этом доме живет кот. Это моя собака. И все свои пути хождения по моему району я строю вместе с ней. Мы ходим в сторону магазина, мы ходим в сторону футбольной площадки, а еще иногда мы ходим вниз в сторону мандаринового дерева. Из окна моего дома видно место, где заканчивается Тбилиси. И поэтому никто никогда не приезжает ко мне в гости. Учитывая, что я не очень люблю гостей, для меня это большой плюс. Я в Тбилиси с июня. И первое место, которое мне здесь показали, это Площадь Свободы. Мне очень понравилось, что главная площадь в городе называется в честь свободы, потому что свобода – это высшая ценность. И, в общем-то, эта свобода, она здесь чувствуется. Выше по улице расположен Reform Space. Это место, где я работаю. Оно для меня выглядит как лабиринт. Это лабиринт моих мыслей и идей. Лабиринт, в котором я пытаюсь построить свою жизнь, добраться до чего-то, не знаю чего. Еще выше по улице расположен мой дом. Каждый день у нас происходит что-то интересное. Например, с нами живет йог, и он проводит занятия, на которые приходят даже люди с улицы почти буквально, и, конечно, жильцы. И классно возвращаться домой и слышать, как ребята под какую-то индийскую музыку дышат и изгибаются. Я переехала в Тбилиси 2 года назад, и первое место, куда я заселилась, был дом, который соседствовал с резиденцией президента Грузии. Я сразу обнаружила там винтовую лестницу, которая вела на крышу, чтобы покурить. Меня встречали секьюрити, чтобы удостовериться, что я не пытаюсь что-то плохое совершить. Но когда они в этом убеждались, они спокойно меня отпускали, валяться на крыше, читать книгу. Дальше примечательные для меня места — это табачный ларек, с которым и я задружилась с этим чуваком, постоянно брала у него табак, наблюдала, как он расфасовывает по пакетикам этот табак, и этот человек угощал меня настойками и домашним вином. Собственно, вот эти все места, они для меня важны, потому что они долгое время давали мне ощущение дома. Я в Тбилиси около 2 недель, из них большую часть я спала, потому что у меня был очень большой джетлаг. Лист, к сожалению, белый, хотелось бы иметь черный, потому что выхожу я и выходила больше всего ночью. Поэтому в моих машин светятся фары и в окнах горит свет. Наш дом, и где мы сушим белье на улице. Дальше у нас на районе есть большая аллея с красивыми деревьями, названия которых я совсем не помню. И они имеют такие белые стволы, и их очень-очень много. Поэтому, когда мы с Катей едем куда-то в центр на машине, это очень красиво ехать среди них, прям волшебная аллея. Справа от нас течет река, видна гора, и на этой горе так много всего, домов, пещер, но больше всего внимание привлекает церковь и памятник
мужчины на коне. Я почему-то все время вспоминаю Петра Первого в Петербурге, тоже на коне. 4 основных магазинчика, которые я посещаю. Это хачапури или кулинария, где я беру какие-нибудь вкусняшки. Фрукты, овощи, конечно же, спелые помидорки. Магазин мясной. И аптека с питанием для моей дочки. Когда я иду в магазин, вдоль магазинов спят собачки на ковриках. И каждый раз, проходя и пытаясь зайти внутрь, они встают и разбегаются, достаточно зашуганные. Очень мило. Прям так хочется купить им сосиску и отдать. Исследовать Тбилиси очень много мне еще пока не довелось, но вот наш райончик возле дома истоптан вдоль и поперек. Меня зовут Илья Жигулев. В Тбилиси я с апреля 2022 года. Мы ходим тут вместе с моим сыном в садик, мы здесь гуляем. Здесь вот дом, в котором живет Иван, мой младший сын. Это охранник этого дома, который часто сидит под палящим солнцем, и мы всегда с Ваней с ним здороваемся. Это его большой друг. Дальше такой немножко стрёмный, такой старый дом, как из каких-то сказок, где живут лешие и колдуны. Здесь вот церковь всегда очень много собирается грузин, и очень красиво поют песни. Дальше Carrefour, это основной наш магазин большой, там Ваня очень любит покупать огромные сосательные конфеты. И, конечно, все самое вкусное для Вани в Carrefour, а все самое вкусное для меня это в следующем магазине, который называется Агрохаб. И до сих пор меня поражает тем, что там вкусное вино можно купить за 3,5 лари литр. Вот. И в этом агрохабе я довольно-таки часто бываю, можно было бы и пореже. Из этого агрохаба можно взять либо проехать на автобусе одну остановку, либо дойти пешком и доехать обратно. И здесь есть прекрасное кафе «Пянсе», где хорошая европейская и грузинская еда, и там можно разлить в стаканчике вино и прекрасно провести вечер. Егор Конинченко, я здесь в Тбилиси с лета прошлого года, 22 года. Это моя карта Тбилиси. Пытался свое место жительства центрально отобразить, но поскольку я живу в Самгоре, то это очень тяжело сделать центрально. Да? Вот это мой дом, там, в Самгоре, Родина слонов. Ну и что, тут, соответственно, Московский проспект, на котором это все более-менее расположено. Это у нас, значит, улица разбитых бамперов. Это вот олицетворение хтонических грузинских лестниц, с которыми у меня, по-моему, вечная война. У меня с ними сложности, потому что, я не знаю, они тут всегда какие-то диспропорциональные, сложных конструкций, все вот эти угловые, поворотные, все вот это безумие, частей совершенно непропорциональных собрано, когда все ступеньки разные, вот это вот. Это 2 Никоры, которые, так сказать, ограничивают основной мой ареал обитания. Что еще? Сверху там вот это вот Тбилисское море, в районе Марджанишвили, это Жигулев здесь живет подарочкой. Весной я вытащил вот сюда, вот в Киноглаз. Это такой маленький кинозальчик был, где показывали киношки. Я вытащил своего приятеля из Москвы. Он снимал еще в 2018 году документалку про панков. Просто с ним поехал в тур. И вот он что-то 100 лет монтировал, как обычно, там, баджет кино. А тут война началась, он вообще загрустил. Я ему такой: слушай, что у тебя с премьерой? Он говорит: да, я говорю: что спрашиваешь, какая премьера? Я говорю: приезжай в Тбилиси, есть место, покажет. И вот он приехал, и у него тут действительно в маленьком залечке буквально 25 человек. На удивление забился целиком. Состоялась его премьера. А это вот у нас, значит, Вахтанг Гангасал смотрит на старый город, да, и вот тут, значит, это вот другая сторона реки. Это такая квартира, где жил знакомый, который, собственно говоря, сильно помогал с переездом сюда, в Тбилиси, в Грузию. Такое вытянутое здание, потому что достаточно высокое здание, сам знакомый тоже высокий, да. И видно там СМИ, вышка, колесо обозрения, да, которое как раз мы там сидели на балкончике, и тогда его часто подсвечивали цветами украинского флага. Вот это вот там, будущее горящее, кто в теме, тот знает, да, это в сторону ставили. В общем-то, по сути дела, в Тбилиси и есть. Я в Тбилиси уже год живу. Если рассказывать про мою карту, то это карта места около моего дома. У меня есть пекарня, в которую нужно успеть прийти только где-то до часу дня, а то потом полицейские, которые работают около моего дома, часа в 2 у них обед, они приходят в эту пекарню и скупают просто все. Хотя она работает до 5, до 6, но если после 2 уже приходить, то там ничего не найдешь. Еще от моего дома я нашла очень красивый тайный проход прямо к оперному театру. И я им пользуюсь постоянно, когда хожу на
Автобус, получается, если бы я ходила другим ходом, я бы шла примерно минут 5. Так я хожу минуты 3. Вот он здесь тоже нарисован. Еще я здесь нарисовала нос, потому что, когда я прохожу по этой улице, у меня там очень-очень вкусно пахнет около одного дома. Там же, где работают полицейские, там есть сквер. И в этом сквере живет одна чудесная собака. Я зову ее Капитан. Эта девочка очень, видимо, старая. Я ей всегда наливаю воды из фонтанчика, который там же стоит. Вот. И очень долго глажу. Она большая, старая и очень-очень волосатая. Я в Тбилиси полгода. Но вот это река Кура, озеро Лисье. Это район Субуртало. Это район Чугурети. Это Ваки, а это Вера. Розовым я изобразила линии, откуда обычно ведут мои маршруты. В какой-то момент я жила в районе Вера, и через долгую извилистую дорогу с горы через мост шла в район Марджанишвили, метро, район Чугурети. Сейчас я живу в Сабуртало. Вот здесь находится мой дом. Вот здесь находится студия, куда я прихожу работать. Я когда приехала в Тбилиси, взяла с собой ткани из Москвы для того, чтобы немножко отдохнуть от происходящего и пошить. Приходила в мастерскую для того, чтобы шить. Я сидела в дальней комнате, чтобы не мешать никому звуком стучащей машинки, и шила в свое удовольствие для всех друзей стёганые куртки. И так я прожила там все лето. Ребята там занимаются анимацией и своими проектами. Сейчас в той комнате поставили гончарный круг, и теперь это гончарная мастерская. А я нашла себе работу и больше пока не шью. Я приехал в Тбилиси в апреле, то есть я уже больше полугода тут нахожусь. Теперь я живу в Сабуртало. Вот я, собственно, рисовал свой домик с сердечком. Вот, там мне очень нравится. Как можно заметить по карте, я больше вообще был на левой стороне Куры. Вот, она более детально нарисована. Вот, Площадь Свободы. Я считаю это центром Тбилиси. И я нарисовал Додоену, естественно, потому что это мое любимое место, я отметил сердечком. Я нарисовал там рампу, потому что там тусуются скейтбордисты. И я люблю туда просто приходить, посидеть, посмотреть, как катаются чуваки. Потому что я раньше сам катался на скейтборде, сейчас, к сожалению, не знаю, как-то у меня уже нет на это ресурса, но мне нравится смотреть на ребят и такой, я тоже когда-то катался. На правой я нарисовал какие-то общие вещи, то есть Тбилисское море, аэропорт. Мы с Настей ходили на Черепашье озеро. Блин, а я его забыл нарисовать, кстати. Был довольно классный опыт, потому что мы встретились в Руставели и пешочком пошли в гору. Долго шли, наверное, часа 3. Вот. Это было тяжело, но это было очень интересно, потому что ты вроде как и вообще недалеко от города, но ты на горе. Это классно, то есть и открывается очень крутой вид. И я говорю Насте, блин, ну если это Черепашье озеро, там должны быть черепахи. Она такая, ну, когда я была, я не видела там черепах. А там действительно были черепахи, аж 2 штуки я увидел, я был очень впечатлен этим. Они просто тусовались в воде, у них торчала голова из воды, сами тельце у них было в воде. Вот. Их было сложно разглядеть, их увидела первая Настя, сказала мне, я такой, вау, ничего себе, действительно черепаха. Вот. Я гулял с своим другом, он ушел домой, я начала идти домой, и у меня были сопли. Я искала салфеточку, чтобы просморкаться. Я подошла к каким-то мужикам, которые пировали. Ну, они любят там в садике. Просила, они мне дали, я посморкался. Они сказали, чтобы я с ними выбирала. Но я думаю, ну ладно, ну быстренько съем один бутер с лимонадом и все. Я съела огромный бутер, который еле-еле меня влез. Уже собирался уходить, и они сказали, вот еще один съешь. Вернее, я не хочу. Они говорят, тут так не принято. Ну ладно, ну впихну я в себе. Тот бутер я целых 15 минут ел. Я его съела, уже сказала, ну все, я пойду домой. Я ужинать собирался. Так ты гуляешь с другом и идешь домой голодным, чтобы поесть? Да. Для них, видимо, это что-то странное. Ну, я пришел домой. Мне сказали, что это я так долго не был, меня уже искали. Вот.